меня сегодня день красоты, и я буду делать невероятную маску. Это лифтинг эффекта порошковая маска для лица. Для того, чтобы омолодить, усилить регенерацию клеток, обогатить кожу кислородом. Для того, чтобы осветлить, выровнять. И главное, лифтинг-эффект. Для меня это прям очень-очень важно. Что делаю? В первую очередь очищаю кожу лица, потом 30 грамм маски развожу в 100 мл холодной воды. Быстро-быстро перемешиваю, наношу на кожу лица, шею, можно также декольте. И примерно через 20-40 минут снимаю по направлению снизу вверх. Вообще классная маска, не стягивает кожу, и для меня это очень важно. И если вам интересно, вы хотите тоже также попробовать подтянуть кожу, чтобы все было супер, я под видео оставлю ссылочку. Друзья, всем привет! Я сегодня на даче, очень жарко, и начала немного пропалывать свои розы. Сейчас я покажу, какие у меня есть розы и какие они самые, наверное, не требовательны в уходе. Я практически за ними ничего не делаю, с ними, то есть ничего не делаю, покажу. Красивые, из года в год растут, цветут. Единственное, я хотела вам подсказать сорта, но если найду, напишу. Но навряд ли, потому что это было 3 года назад, я их сажала сама. И сорта, скорее всего, уже потеряны. Но, может быть, многие вы уже знаете эти сорта, потому что они неприхотливые, они к тому же не привитые, а корни собственные, поэтому в шиповник они не превращаются. Те, которые у меня были и превратили в шиповник, они у меня не сохранились, к сожалению. За ними, наверное, нужен лучший уход, а не такой, какой у меня. Сегодня, друзья, я вам покажу самые, наверное, беспроблемные розы, которые у меня есть. И им уже 3 года. 3-й год они тут цветут. Что я делаю? Единственное, я 2 раза за сезон пропалываю. Весной тоже было самое, рыхлила. И очень редко поливаю. Потому что у меня все никак до них не доходят руки. Сорта, к сожалению, я уже потеряла. Вот это вот такая вот низкорослая роза интересная. Вот такая красавица. Только-только распускается. Рядом немного светлее. Вот такая необычная розочка. Очень нравится мне вот этот красивый. Кстати, вот эти розы, они цветут, потом отцветают, и потом ближе к осени зацветают снова. Вот такая роза. Уже отцвела. Но некоторые только набирают бутончики. Вот это вот прелесть. Уже осыпается. Вот такая вот малышка, но у нее практически бутон не держится. Несколько дней, только вот смотрите, распустился. И потом осыпается. Вот эти вот розы очень тяжелые, падают. И очень много на одной тоненькой такой веточке. Поэтому они падают. Немного подвязала, но все равно падает. Здесь у меня красавчик дельфиниум. Я его не сажала. Откуда он взялся, не знаю. Скорее всего, наверное, бывшие хозяева сажали. И это уже очень, наверное, скорее всего, старый такой куст.
которому много лет, и он также растет здесь без ухода. Если достанется немного воды, то отлично. А так вообще проблем нет. В прошлом году он был поскромнее. Сейчас, как видите, много выпустил цветоносов. Они тяжелые, упали. И я сейчас подвязала. Здесь бывшие хозяева сажали пионы. Я вчера немного здесь прополола. Но пионы вообще практически не растут, так как я за ними и не ухаживаю. И, скорее всего, вот этот участок придется, наверное, мне поменять. Я не люблю, когда колеса и все такое. Для меня это не очень хорошо. И, наверное, я уберу под осень эти колеса. И посажу сюда какие-нибудь многолетники. У меня их много. Даже если тут их кто-нибудь задавит. То есть у нас тут трасса. Проедут по ним. Будет не так жалко, если, например, сломают розы. По крайней мере, для меня. Друзья, приходится делать озвучку отдельно, потому что у нас со всех сторон стройка. Везде пилят, сверлят, вообще практически не слышно. И плюс еще очень-очень громко разговаривают, очень много людей на стройке. И вообще понять даже будет меня невозможно. Поэтому мне приходится отдельно озвучивать. И вы сейчас видите мои самые, наверное, любимые цветы, которые я открыла, получается, наверное, 3 года назад. Я приобрела черенки, даже не черенки, а рассаду виолы, посадила их. И они из года в год вырастают. Они стали уже как многолетники. И в этом году я еще подсадила. И вы знаете, я вам всем советую посадить. Они будут расти, сбрасывать семена, появятся новые растения. И они уходят под снег цветущими. И весной, когда снег начинает таять, они выходят из-под снега цветущими. Все лето цветут, не переставая. По крайней мере, у меня ни разу не было у них ни одного вредителя. Так красиво цветут, поэтому виолу посадите. В этом году я не очень довольна своими петуниями. Я решила в этом году посадить очень длинные каскадные петунии с большими плетями. Это так называемые сорта опера, тайфун и так далее. Хорошо разрекламированные, можно так сказать. Из них получаются очень красивые такие шапки, но я так поняла, что вот эти каскадные петунии это не мой вариант. Сначала они у меня росли дома. Для них, в чем дело, почему они мне не подошли, не понравились, для них нужна очень-очень большая посуда. То есть, начиная, наверное, от 20 литров и там 100-150 литров. То есть одно растение должно расти в таких вот огромных кашпо. Таких у меня нет, и поэтому если у них небольшая посуда, небольшое кашпо, то они начинают вытягиваться. Такие голые, некрасивые стебли. Ну, вы, наверное, понимаете, о чем. Я пыталась их стричь, но ничего все равно не получается. Поэтому больше, скорее всего, я их сажать уже не буду. 2 года назад наш общий знакомый привил к нам на сливу свой абрикос. Я снимала об этом видео, вы можете посмотреть. Там все подробно рассказано, как и что он делает. То есть он объяснял, показывал, как и что происходит. И вы представляете, в этом году у нас был первый урожай абрикосов. Такие они вкусные. Мы так долго на них смотрели, поспели, все мы съели вкусные. Действительно, эта прививка работает, то, что он показал. И я вам советую посмотреть это видео и сделать так же.